Когда человек не знает, к какой гавани он плывет, для него ни один ветер не будет попутным. Сенека. Большинство людей умирают в 25, но их хоронят только в 75. Бенджамин Франклин. Нет более тяжелой ноши, чем пустота внутри себя. Норман Мейлер. Смысл жизни – это не то, что нужно искать, это то, что нужно создавать. Виктор Франкл. Эй, где вы там? Идите сюда! Вы что, устали? О, Господи. Опять, кажется, наставление будет читать, судя по тону. А вы когда-нибудь чувствовали, что жизнь похожа на просто череду одинаковых дней? Когда ты просыпаешься, идешь на работу, работаешь, отвлекаешься какое-то время, потом приходишь, засыпаешь, и снова все повторяется по кругу. И внутри тебя пустота. Ты можешь даже быть успешным в некотором понимании. Добиваться целей каких-то, зарабатывать деньги, работать. Но по вечерам тебя догоняет этот вопрос. А зачем это все? Ты даже пробовал найти мотивацию, пробовал отвлечься, пробовал ставить и искать новые цели, но ничего не меняется. И вот что самое страшное. Ты даже не знаешь, а что именно пошло не так. И у меня есть для вас две новости. Одна плохая – это не временное состояние. Если ничего не менять, оно будет только усиливаться и ухудшаться. Есть и хорошее. Из этого можно и нужно выбираться, но не так, как вы об этом думаете. Вы думаете, что время, оно движется вперед. На самом деле это не совсем так. Физики уже доказали, что время не течет, а существует сразу целиком, когда прошлое, настоящее и будущее, они как бы существуют одновременно. И ты думаешь, что ищешь смысл, но что если он уже есть, просто ты его еще не осознал. Ты застрял. Будущее ждет тебя, но ты остаешься как бы все время в прошлом и не двигаешься вперед. А теперь давайте разберемся, почему жизнь кажется бессмысленной. И главное, а как вернуть ее назад, как вернуть с ней контакт? Дорогая моя, мир непроходимо скучен. И поэтому ни телепатии, ни привидения, ни летающих тарелок, ничего этого быть не может. Мир управляется чугунными законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться. Просыпаешься утром, ничего не болит, вроде все в порядке, но энергии нет, вдохновения нет. Идешь на работу, выполняешь какие-то задачи, общаешься, но радости при этом не чувствуешь. И отдыхаешь, включаешь фильм или сериал, прокручиваешь соцсети, но все кажется каким-то пустым. И даже достигаешь цели, покупаешь какую-то новую вещь, получаешь похвалу, одобрение. Но радость от этого длится всего несколько дней. Потом снова настигает эта пустота. И ты смотришь на эту свою жизнь, и все вроде бы хорошо и в порядке, но что-то здесь не так. И самое страшное, ты даже не знаешь, что именно. Потому что ты пробовал новые цели, пробовал новые вещи, пробовал новых людей, но, скорее всего, ничего из этого не помогло. И я сам проходил это. Казалось, все идет правильно, строишь карьеру, у тебя есть машина, квартира, семья, отпуск 2-3 раза в год, но все равно чего-то не хватает. И ты словно сидишь в комнате, а перед тобой грязное стекло, а за ним какой-то мир, он полон красок, эмоций, вдохновения, радости, но ты смотришь на него и не можешь это ощутить и почувствовать, потому что ты запер внутри себя в этой грязной комнате. Почему это происходит? Потому что твой мозг быстро, очень быстро привыкает ко всему. Это называется когнитивная адаптация. Новая работа – привыкли. Новая машина, пожалуйста, привык за несколько недель. Новый человек рядом – привык. Новый вид за окном – привычка срабатывает. Повышение или новый проект – сначала все это приносит радость, но затем становится нормой. А эмоции, ощущения пропадают, все превращается в какой-то фон. Научный факт. Профессор Дэниэль Гилберт доказал, материальные достижения дают только временное удовольствие и удовлетворение. А настоящее счастье
И смысл жизни появляется только тогда, когда ты ощущаешь связь с чем-то большим, чем просто ты сам. И дело не в лени, дело не в дисциплине, дело не в потере чего-то. Дело в том, что ты застрял. И ты не движешься во времени, а остаешься на одном месте. Потому что мозг научился отключать эту радость, а ты не знаешь, как ее вернуть. Именно здесь 90%, даже больше людей совершают самую важную и главную ошибку, о которой мы и поговорим дальше. Вот в средние века было интересно. В каждом доме жил домовой, в каждой церкви Бог. Люди были молоды. А теперь каждый четвертый старик. Скучно, мой ангел. Ой, как скучно. Ты понимаешь и ощущаешь, что что-то здесь не так. Жизнь кажется пустой, радость уходит, ты пытаешься это исправить, но чем больше ты стараешься, тем только хуже становится. Ты думаешь, я просто что-то не то делаю, нужно попробовать что-то по-другому, что-то новое или другое. Но правда в том, что ты идешь и движешься совсем не туда. Ты играешь в игру, в которой невозможно победить. Что делает 90% людей, когда чувствуют эту пустоту? Они гонятся за новыми целями. Они говорят, мне просто нужна новая работа или новый проект, или я хочу новый бизнес, потому что старый надоел. Я хочу новые отношения, потому что старые надоели. Мне нужно переехать, поехать в другую страну, отправиться путешествовать. И обычно они это просто говорят, ничего при этом не делают. А вот те, кто делает, все равно видят, что проходит месяц-два, и снова все возвращается на круги своя. Они ищут мотивацию, волшебный пендель, или говорят, я просто недостаточно стараюсь, недостаточно знаю, умею. Это зона. Может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. А возьму-ка я куплю и пройду еще один курс, еще один тренинг или еще одну книгу, и мотивация приходит, но довольно быстро пропадает. А проблема не в отсутствии действий или в этой мотивации, а в том, что мы пытаемся заполнить эту внутреннюю пустоту внешними вещами. Покупками, развлечениями, соцсетями, бесполезным общением, тренингами, информацией. Но чем больше мы заглушаем эту пустоту, пытаясь ее скрыть, пытаясь от нее отвлечься, тем сильнее и быстрее она возвращается. И мы гонимся за смыслом, но он словно мираж в пустыне. Каждый раз, когда тебе кажется, что он уже близко, он вдруг исчезает. И ты можешь добежать, добиться, доползти до очередной цели, заработать еще больше, достичь какого-то нового этапа, успеха, но потом ты снова остаешься один на один с этой пустотой. Почему так происходит? Чем больше мы зацикливаемся на поиске этого смысла, тем дальше он уходит. И это доказано наукой. И доказано духовными учениями и практикой. Например, дзен-буддисты прямо говорят, если ты ищешь, то ты никогда не найдешь. Этот смысл в жизни, его нужно не искать, а его ты создаешь сам. И он находится не где-то снаружи, а внутри тебя. Смысл – это не место, это не цель, это не какая-то вещь. Смысл – это процесс. Это то, что ты создаешь, когда перестаешь ждать, что он откуда-то появится и придет. А теперь разберемся, как именно его найти и что нужно для этого сделать. Поиски истины. Она прячется, а вы ее всюду ищете. То здесь копнете, то там. В одном месте копнули, ага, ядро состоит из протонов. В другом копнули, красота. А вот у меня другое дело. Я эту самую истину выкапываю, а в это время с ней что-то такое делается, что выкапывал-то я истину. А выкопал кучу, извините, не скажу чего. Дело в том, что ты не терял этого смысла. Ты просто отключился от него и от себя самого. И чтобы вернуть эту радость, нужно не искать что-то новое, а вспомнить, а что же ты потерял. Смысл и полнота жизни, она не в будущем, не в целях, не в успехе, не в его атрибутах. Смысл в ощущении самой жизни. Когда ты можешь чувствовать в настоящий момент себя, пространство вокруг, что вообще с тобой происходит. Куда тебя тянет, куда тебе хочется,
И пойдя за этим, ты обязательно найдешь что-то интересное и прекрасное. Как же его вернуть? Есть 3 уровня, которые помогут восстановить контакт с собой. Первый из них – это душа. Восстановление контакта с собой через душу можно так преподнести. В детстве не нужно было искать никакого смысла. Мы просто могли радоваться жизни, несмотря даже на огромные проблемы и трудности, ограничения. Мы просто играли в жизнь, исследовали мир, узнавали, открывали что-то новое каждый день. И нам чего-то хотелось, и мы за этим шли и радовались этому. А где это все сейчас? Оно потерялось. Можно сделать простое упражнение. 10 радостей детства. Возьмите листок бумаги и запишите 10 вещей, которые приносили вам радость в детстве. И спросите себя, а что из этого я могу вернуть в свою жизнь уже сегодня? И еще задайте себе один вопрос. Если бы мне не нужно было бы зарабатывать деньги, чем бы я тогда занимался? После, конечно, того, как бы уехал, сделал паузу, даже перерыв на год, чтобы восстановиться, все равно, чем бы я тогда занимался? Что бы мне было бы интересно? Откуда мне знать, как назвать то, чего я хочу? И откуда мне знать, что на самом-то деле я не хочу того, чего я хочу? Или скажем, что я действительно не хочу того, чего я не хочу? Это все какие-то неуловимые вещи. Стоит их назвать, и их смысл исчезает, тает, растворяется. И наш мозг запрограммирован решать вопросы выживания, но смысл жизни, полнота жизни не в выживании, конечно же, а в том, что делает тебя живым по-настоящему. Для этого важно включить следующий уровень. Уровень высшего «я». Остановить эти крысиные бега, когда ты живешь на автопилоте, дни летят, а ты следуешь за очередным призраком и каждый день похож на предыдущий. Ты как будто застрял в этой петле времени. И даже если ты хочешь услышать себя, как выйти из этой петли? Ты не можешь себя услышать, потому что внешний мир, он слишком громкий, а шум в голове слишком высокий. Как это исправить? Еще сделать одно упражнение. День тишины. Провести сутки 24 часа без информации, без соцсетей, без внешнего шума и без гаджетов. И обратить внимание, а какие мысли приходят, когда тишина становится громче. И обязательно записать. И еще можно задать себе 3 вопроса. А что в моей жизни я делаю не для себя, а потому что так надо, потому что я решил, что должен? А что мне больше уже не приносит радости, но я продолжаю это делать и этим заниматься? А если бы я мог начать все заново, что бы я изменил? И любопытный факт, что ответы на эти вопросы уже есть внутри нас, но мы их не слышим, потому что наш ум заглушает их шумом внешнего мира. Но все, что здесь происходит, зависит не от зоны, а от нас. Хороших она пропускает, а плохим отрывает головы. И третий важный шаг – это духовность, связь со своим духом. Дух, он помогает нам найти что-то по-настоящему ценное и важное. Когда в последний раз мы делали что-то ценное для себя? Не для кого-то, а для себя. Жизнь кажется мрачной и серой, потому что в ней слишком мало эмоций, настроения и того, что важно и нужно лично нам. Еще одна практика. Раз в неделю делать что-то, чего мы никогда не делали. И то, что хочется сделать лично для себя. Это не обязательно что-то сложное или дорогое, достаточно небольшого нового опыта. Сходить в место, где я никогда не был или хотел. Мне очень хотелось туда попасть, но я почему-то откладывал. Попробовать новое хобби, дело, даже если оно кажется странным. Сделать что-то спонтанное. Позволить какому-то желанию родиться изнутри, захотеть чего-то. И найти, научиться находить и ощущать эту радость в настоящем моменте от того, что ты следуешь за ним. От того, что это желание появилось, ты его ощутил и затем реализовал. Потому что ценишь себя и свое желание. Потому что не предаешь себя и не откладываешь свое счастье на потом. И учишься находить радость не где-то в будущем, когда ты к ней дойдешь, а в том, что ты чувствуешь прямо сейчас. Вот тут-то и поползли слухи, что где-то в зоне есть место, где исполняется желание. Ну, естественно, зону стали охранять, как зеницу ока.
А то мало ли у кого какие возникнут желания. Вы не потеряли свой смысл. Вы просто перестали чувствовать себя, перестали чувствовать жизнь, перестали обращать внимание на тонкие ощущения. Но можно вернуть это в любой момент. Есть довольно интересный эксперимент, который показал, что наш сердечный ритм реагирует на правильный выбор за секунды до того, как человек его осознает. Наше тело реагирует правильно. Это значит, что ваше тело уже знает ответ, но сознание мешает его услышать. И есть еще кое-что важное, что важно знать. Одно дело это все понять, и совсем другое применить на практике, реализовать. И можно начать менять свою жизнь прямо сейчас. И если вы хотите не просто осознавать смысл, понимать его, а реализовать его и почувствовать, как это влияет на вашу жизнь, для этого я создал практикум, который в этом вам поможет. Он называется «Перезагрузка жизни». Это 7-дневный путь, где вы найдете свои настоящие цели, уберете внутренние блоки и сопротивления, согласуете тело, разум, подсознание и душу и начнете действовать без сопротивления, а из радости и вдохновения. Это не просто какое-то очередное обучение, курс, это практика, продуманная, проработанная, глубокая, которая даст вам реально ощутимый результат. И, кстати, а как часто вы думаете, что жизнь почему-то не была к тебе благосклонна или сделала тебя несчастным? Но правда в том, что это сделал твой мозг. Научный факт. Мозг запрограммирован на тревожность. В древности это помогало выживать. И те, кто постоянно находились в этой алертности, тревожности, ждали опасности, обнаруживали ее раньше и спасались. Но сегодня этот механизм потерял свою актуальность. Уже не нужно убегать и спасаться от хищников, но мозг продолжает искать проблемы, даже когда их нет. И он не дает нам быть счастливыми просто так, ведь мы живем не в опасном мире, но мозг по-прежнему держит нас в страхе и напряжении, что что-то плохое случится. И есть хорошая новость. Можно выйти из этого прямо сейчас. Если готовы действовать, переходите по ссылке в описании и смотрите, записывайтесь на практикум «Перезагрузка жизни». И начинайте уже менять свою реальность. Смысл жизни – это не что-то, что мы должны искать. Смысл жизни создается нами в каждом моменте и еще при этом проживается и ощущается. Каждый день и каждое действие, каждый выбор – это шанс почувствовать, создать что-то новое и осмысленное, что-то значимое и ценное. И мы не должны ждать, пока этот смысл появится. Мы сами можем решать, что придаст смысл нашей жизни. А теперь вопрос тебе, дорогой зритель. А когда в последний раз, помни последний момент, когда ты чувствовал себя по-настоящему живым? И напиши ответ на этот вопрос в комментариях. А если хотите узнать больше, посмотрите мое следующее видео. Что думаете, что чувствуете по этому поводу? Напишите свое мнение или вопрос в комментариях. Поставьте лайк, если видео вам понравилось. Поделитесь им с друзьями и знакомыми. Подпишитесь на мой канал. Ваша поддержка очень важна. Я смотрю, больше половины еще смотрят без подписки. И больше всего полезного и интересного в моем телеграм-канале. Ссылка внизу в описании под видео. Увидимся. Пусть исполнится то, что задумано. Пусть они поверят. И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевная энергия, а лишь трение между душой и внешним миром. А главное, пусть поверят в себя и станут беспомощными, как дети. Потому что слабость велика, а сила ничтожна.